Блядь, был бы ты человек, нахуй. Mafia 2 Extended Edition – проект, который успел прилично навести шуму за последний год. За этот промежуток разработчики успели услышать как слова похвалы, так и встретиться с критикой. Но в свете последних событий в сети можно неоднократно встретить заявление о том, что Extended Edition является несуществующим проектом. Разработчики попросту обманывают нас. Так ли это на самом деле и что стало причиной таким слухам, я расскажу именно в этом ролике. На связи Никлей, и сегодня вы узнаете всю правду о проекте Mafia 2 Extended Edition. Перед этим, конечно же, традиционно прожимаем лайки под этим роликом за старание автора, а также подписываемся на канал, желательно жмакая в бубенце. Ну а теперь присаживайтесь поудобнее, друзья. Но перед этим я хотел бы порекомендовать вам лучшую онлайн-игру про Россию с открытым миром NextRP. В этой игре тебя ждет все то, чего ты так давно хотел. Ты можешь быть кем захочешь. Пойти по честному пути блюстителя порядка, либо же встать на путь криминала и стать настоящим гангстером. Помимо этого, ты можешь также работать в армии, устроиться в мэрию или стать врачом. Не хочешь работать на большого дядю? Тогда открой свой бизнес и развивай его масштабы. Не хочешь играть по правилам? Тогда закупись стволами, нацепи обвесы и собери свою команду. Участвуйте в PvP режимах, например, Королевская битва. Здесь вас ждет адреналин и веселье, ну и конечно же приятное вознаграждение. Ну а когда накопишь достаточно денег, выбери тачку покруче. Ведь в игре имеется более 130 реально существующих автомобилей с возможностью их детального тюнинга. Ну и конечно, не забудь про любимые хобби вроде рыбалки и охоты, а также множество работ, начиная от грузчика и заканчивая пилотом самолета. В этой игре есть абсолютно все, о чем ты так давно мечтал. Вводи мой промокод, чтобы получить приятные бонусы на старте. И конечно же, скачивай игру по моей ссылке в описании. Начать стоит с того, почему вообще зародились слухи о фейковости проекта Extended Edition. Эдакий скам-проект. Я мог бы говорить о том, что за последнее время выходит довольно мало роликов и информации о моде. Но не буду ходить вокруг да около и скажу единственную правдивую причину данного явления. Данное мнение зарождается в англоязычном комьюнити и потихоньку перетекает в наше. Поводом для этого стали слова зарубежного ютубера Mafia Game Videos. И да, в отличие от него, я не боюсь оглашать название его канала, в то время как я для него, видимо, тот, чье имя нельзя называть. Ладно, комплексы MGV — это другая история, суть не в этом. На своем канале он выпустил большой ролик о проекте, где что-то сказал по факту, где-то приврал. Обвинять его за собственное мнение я не вправе, ибо оно тоже имеет место быть и также уважаемо мной. Другое дело комментарий, который он оставил под своим роликом, в котором говорится: этот мод никогда не будет выпущен. Это скам. В Mafia 2 пока нет инструментов для изменения и создания катсцен. Mafia 2 Extended Edition — это не более чем пустые обещания и доверчивые российские фанаты. Скам в виде бесплатного, сука, мода. Блять, у него действительно все настолько плохо с логикой. К слову, данный комментарий вы сейчас не найдете. Видимо, в причинах его пропажи замешана какая-то магия. Ну, либо же кто-то попросту переобулся. Но главное даже не факт критики проекта. Я всегда считал, что критика — это в какой-то мере хорошо, ведь она может стимулировать к совершенствованию. Но одно дело критиковать проект за то, что он не может являться на 100% достоверным в отношении первоисточника, а другое — намеренно вбрасывать дезинформацию и осквернять проект. А именно подобные ложные высказывания приводят к тому, что в англоязычном комьюнити многие начали считать разработчиков Extended Edition мошенниками, а доверчивые русские верят в мод, который никогда не выйдет. И раз уж одна сторона решила опровергать вероятность выхода модификации и называть его скамом, то я имею полное право на противоположное мнение и скажу, почему слова о том, что проект является скамом, полнейшая ложь и типичный вброс.
Начать стоит с единственного аргумента в пользу неликвидности проекта. Мол, не существует инструмента для создания катсцен. Говорит это человек, максимум которого замена текстур для кринжовых фейковых трейлеров. Ну, это все, конечно, круто, но я решил спросить у более опытного мододела. Человека, который явно разбирается в этом деле лучше. Я написал самому Лёше Vita 180. Его ответ был таков: катсцены создавать можно, но с множеством ограничений по длительности, анимациям и так далее. Здесь я приложу переписку, вы можете почитать. Грубо говоря, создавать катсцены трудно, но это не означает, что создавать их невозможно. Тем более в дальнейшем у нас планируется проведение совместного стрима, на котором Vita 180 как раз таки покажет пример создания катсцен. В любом случае, кому вы склонны доверять, автору кринжовых фейков о Мафии 4 либо опытному мододелу, решайте сами. Но шутки шутками, это ведь действительно выставляет за причину фейковости проекта. Так что пока аргументов нет, я приведу все факты и аргументы в пользу того, почему Mafia 2 Extended Edition не является скамом. Начнем с того, что у Extended Edition есть своя команда людей, которые трудятся над проектом. Каждый день они вкладывают силы и время, причем на бесплатной основе, делая текстуры, возвращая контент в игру и собирая информацию о вырезанном контенте. Вы можете спросить подтверждение моих слов. И если вы не слепой или не альтернативно одаренный, то все можно увидеть в паблике ребят. Попросту заходим и смотрим посты, в которых мы видим различные скриншоты их наработок. 24 мая. Покупка автомобиля в салоне. 4 апреля. Восстановленная фомка, текстур которого не было в файлах игры и они воссозданы с нуля. 8 марта. Поездка на автобусе и так далее. Все наработки ребята уже показывали на своих ресурсах. Это не фейк, не фотошоп, а настоящая работа, на которой потратили время и силы разработчики Extended. Но по логике нашего западного друга, разработчики, видимо, скамят самих себя, разрабатывая проект, который не выйдет. Ну, видимо, по приколу тратят время, что. Да. Камнем в огород может служить то, что ребята пока больше говорят, чем показывают. И это правда. Однако это тоже можно оправдать. Во-первых, многое сейчас держится в тайне и дорабатывается. Поверьте, разработчики лично передают мне некоторую информацию и наработки проекта, которых нет в открытом доступе. И я, как человек, который лично общаюсь с разработчиками мода, уверяю вас в том, что многие наработки вы попросту пока что не видели. А почему не видели? Тут вторая причина – интерес аудитории. И тут исходя из простейшей логики, которая понятна даже ребенку. Назовите мне хоть одну компанию, которая станет выкладывать все карты на стол до релиза. Правильно, делать это невыгодно, ведь тогда и интереса к проекту никакого не будет. Следующая причина – привлечение профессиональных актеров озвучки. И если следовать логике MGV, то Extended Edition – первый проект в истории, на который создатели тратят деньги, но при этом он является скамом. Звучит как бред, но давайте опираться на факты. Еще в интервью ребята заявили, что тратят деньги на привлечение профессиональных актеров озвучки. Но вы опять спросите, где пруфы, сэр? А пруфы будут совсем скоро на моем канале. Ведь уже в июле мы с ребятами договорились о проведении совместного стрима, на котором мы расскажем не только новые подробности проекта, но и раскроем секрет озвучки мода, какие актеры будут привлечены, кого они озвучат, и даже покажем катсцены с озвучкой этих актеров. И более того, как я уже сказал ранее, для всех неверующих в создание катсцены в Мафии 2, Vita 180 покажет примерные сцены на прямой трансляции. Так что пока одни говорят, мы покажем все на деле, на прямой трансляции. Так что подписывайся на канал, чтобы не пропустить этот стрим. Поверьте, вас ждет безумно интересная, эксклюзивная информация. Ну а в тему про скам, видимо, актеров озвучки тоже скамят, платя им за озвучку мошенничества по логике MGV. По итогу, против единственного аргумента о невозможности создания катсцен и пустых слов, мы имеем факты. Разработка, трата средств на проект и иные доказательства, которые появятся в скором времени, говорят нам о том, что проект не является никаким скамом. Этот ролик я специально снял для того, чтобы вас не вводили в заблуждение. Почему MGV распространяет это мнение? Дело лишь в личной неприязни к создателям проекта. Я не хочу называть его лжецом. Нет,
Он имеет право на свое мнение, критику, и я уважаю его точку зрения. В конце концов, только время расставит все на свои места. Но англоязычным зрителям, которые, возможно, посмотрят этот ролик, ведь здесь будут английские субтитры, посоветую перепроверять информацию. Не ленитесь переходить на русскоязычные источники и имейте свою точку зрения. Также я обращусь ко всем остальным ждущим мод. Ребят, проверяйте информацию самостоятельно и имейте свою, а не чужую точку зрения. На связи был, как обычно, Никлей. Всем удачи, всем пока. I'm sorry that I chose you. I'm a loner. I'm a loner. I'm a loner. I'm a loner. You should know this. I'm a loner. You should know this. I'm a sign.